Память о победе в Великой Отечественной войне. Сегодня 9 мая, суббота, 14:30, и мы, как обычно, перед посольством России в Лиссабоне. 9 мая – это день окончания огромной беды, за которую заплатили десятки миллионов человек. И поэтому разговор о победе требует не радостного строевого шага, а сохранения памяти и осмысления последствий. Многие фронтовики не рассказывали о войне детям и внукам, не потому что им было нечего сказать, а потому что сказанное было бы слишком страшным. Они помнили не парад, а окоп, не марш, а раненых, не лозунги, а лица тех, кто остался лежать в земле. Настоящим сохранением памяти о Великой Отечественной и Второй мировой войнах было бы не допустить новой агрессии. Дмитрий Зорин, внук фронтовика, имевшего орден Красной Звезды, 2 ордена Отечественной войны и 4 ранения, писал, что даже после 1965 года, когда Брежневым были возрождены парады и торжественные празднования, дед не любил ни рассказывать про войну, ни праздновать. Садился во дворе за стол, наливал себе водки и тихо сам с собой поминал боевых товарищей. В одном из семейных свидетельств о фронтовике Александре Смирнове сказано, что он не ходил на городские праздники и парады. Он молча дома надевал форму с орденами, выпивал 100 грамм и плакал, вспоминая погибших. Виктор Астафьев, рядовой связист, дважды раненый на фронте, до конца жизни ненавидел военные парады. Его внучка Полина вспоминала, что 9 мая в доме собирались друзья, но без веселья. Слишком многие не вернулись. Василий Быков, командир взвода, дважды раненый, прошедший Украину, Румынию, Венгрию и Австрию, в интервью литературной газете сформулировал свой принцип. О войне, какой бы трудной она ни была, нужно писать правду и всю правду. В публицистике он писал об особом страхе на фронте, не только перед немцами, но страхе, идущем из-за спины, от начальства и советских карательных органов. Искусствовед Эрмитажа Николай Никулин, прошедший Волховский и Ленинградский фронты, 4-жды раненый и дошедший до Берлина, писал не о том, как Красная Армия победила, а о том, какой нечеловеческой ценой это далось рядовым солдатам. И о том, что командование этой ценой не дорожило. Он же предупреждал, что со временем мнимые ветераны будут охотно рассказывать о своем геройстве, тогда как настоящие фронтовики будут молчать. Поэт и бард Булата Куджава, ушедший добровольцем в 17 лет и раненый под Моздоком, говорил: «Все его стихи и песни не столько о войне, сколько против нее». Советский писатель-фронтовик Вячеслав Кондратьев прошел самые тяжелые бои Ржевской битвы, одно из самых кровопролитных направлений всей войны, и был там тяжело ранен. В повести «Сашка» он показал главное, чего хотят солдаты – жить без войны. Эти голоса – главный аргумент против превращения памяти о войне в государственный спектакль и индульгенцию для новой войны. 9 мая – не день для лозунга, можем повторить. Это день для слов «больше никогда». Мирного вам неба над головой.